Итак, всем привет! Был такой интересный комментарий на нашем канале под роликом о учетной записи Microsoft. И вот как звучит этот комментарий. Андрей Сергеев пишет. Без учетной записи можно с магазина скачивать приложение, не вводите людей в заблуждение. И никогда у меня ее учетки не было. То есть человек имеет в виду, что никогда не было учетной записи Microsoft, и из магазина приложений Microsoft Store можно скачивать приложение без учетной записи. Давайте сразу на месте я опровергну это. Мы никогда никого не вводили в заблуждение. Никогда ложной информации на канале не было. Никогда не запугивали ничем людей. То есть вот это не ставьте, а это ставьте. Это плохо, это хорошо. Мы приводим только факты. Вот я, допустим, хочу скачать Telegram. Учетной записи здесь нет. Вот я, например, скачать хочу. Я нажимаю получить, и меня сразу перекидывает ко входу в учетную запись Microsoft. Нельзя скачать приложение из магазина без учетной записи. Вот здесь учетная запись есть. Мы открываем магазин, мы берем тот же Telegram, пожалуйста, нажимаем установить. И он спокойно себе фурычит, тихонечко устанавливает Telegram. Без лишних вопросов и предложений. Ну, в этом случае обновляется. Что касается установки приложений, да пожалуйста. Ну, что мы поставим? Давайте Discord. Ну, допустим, я хочу Discord. То есть хочу поставить Discord. Вот идет установка. Потому что здесь есть учетная запись. И все программы, они подвязаны под учетную запись. То есть есть библиотека с этими программами. Вот и все. А без учетной записи этого сделать, я повторю, нельзя. И никогда не будет. Можно без учетной записи ставить программы. Если мы скачивали, например, под систему Android приложение для Windows, через специальный сайт вводили ссылку на Microsoft Store и там уже брали и скачивали. Это другое совсем. Эта тема другая, про эту тему у нас есть ролики на канале. Следующий вопрос. Был комментарий под этим же самым роликом, по-моему. Да, Евгений пишет. Я не могу создать учетную запись, просто не знаю как. Давайте мы еще раз пройдемся, для чего она нужна, эта учетная запись, во-первых. То есть первое, это установка программ из магазина приложений. Вот, установлено уже. Вот он, Discord. Второе, это, конечно же, пароли в браузере. История, пароли автоматически будет сохраняться. То есть все. Microsoft Edge это браузер на движке Chromium. То есть это тот же Google Chrome, он поддерживает расширение из интернет-магазина Chrome. Вот они все. То есть, по факту, в Windows 11 не нужен браузер. Ровно так же, как и антивирус. Защитник Windows прекрасно справляется со своими задачами. Третье, для чего нужна учетка Microsoft. Это, конечно же, у кого поддерживается Xbox Game Pass. То есть игры, все, если вы покупаете там игры. Четвертое, почта. Очень удобно пользоваться почтой. Конечно, можно другой ящик подвязать. Следующее, это, конечно же, OneDrive. Тоже подписка на Microsoft 365. OneDrive, это тоже функции учетной записи Microsoft. То есть, грубо говоря, учетка Microsoft это то же самое, что Apple ID. В Mac, в iPhone, то есть в экосистеме Apple. Без Apple ID нельзя ничего. Тот же Microsoft Teams, он подвязан, скажем так, тоже под учетную запись Microsoft. То есть это как Skype. Я не знаю, кто сейчас пользуется Skype и пользуется ли вообще. Microsoft, я так думаю, уходит от Skype и будем использовать теперь Teams. Основные преимущества учетной записи Microsoft я озвучил в ролике, который я прикреплю подсказочки справа. А мы сейчас ответим на вопрос, как же создать учетную запись Microsoft. Первое. Вы когда ставите Windows, вы можете сделать это на этапе настройки Windows. То есть на экране приветствия, давайте начнем, выберите язык. Второе. Мы можем сделать это из системы. Давайте покажу как. Итак, для того, чтобы создать учетную запись Microsoft пользователям из России и Беларуси, нужно включите VPN. В странах, где доступны обновления Windows, то есть крупные обновления, там VPN не нужен. Без VPN будет вот такая вот ошибка. Значит, поехали. Включаем VPN, используем Urban VPN, подключаемся, заходим в параметры, учетные записи и нажимаем «Войдите». У нас нет учетной записи, нажимаем «Создайте ее». Нажали «Создать». Мы можем использовать номер телефона
или получить новый адрес электронной почты. Давайте создадим новый адрес электронной почты. Два индекса Outlook или Hotmail. Давайте Hotmail. Давайте напишем. Естественно, на английском языке. На английском. Создадим адрес нашего проекта. Я думаю, что мы переведем почтовый адрес проекта на другую почту, так как я не могу разобраться, как в macOS настроить клиент почты на rambler.ru. Вот этот ящик будет в разделе о канале. Запросы по рекламе, предложения о сотрудничестве. Вот на этот адрес, который мы сейчас создадим. Вот мы написали. Пускай будет так. Создать пароль. Ну и создаем пароль. Далее указываем дату рождения. Пускай будет страна, регион. Указано в нашем VPN 1994. Ожидаем. Теперь проходим маленькую мини-игру от Microsoft. Один квадрат, на котором изображены два одинаковых объекта. То есть нас проверяют на робота и не робота, грубо говоря. Вот 2, вот 3, так, вот 4, вот 5. Все. Текущий пароль Windows оставляем без изменений. Теперь создание пин-кода. Все. Все, мы вошли. Только надо местами поменять имя. И все. Так. Центр обновления Windows. Программа предварительной оценки. Если вы хотите участвовать в программе Windows Insider, открываем диагностика отзывы. Вот здесь ставим тумблер включить. Дальше возвращаемся. Нажимаем начало работы. Привяжите учетную запись. Привязываем нашу учетную запись. И проходим регистрацию. Грубо говоря, продолжить. Будет не с первого раза. Это понятно. Давайте перезайдем в параметры. Такое бывает. Я это даже не буду на монтаже корректировать. Такое бывает. Начало работы нажимаем. Привязываем учетную запись. И проходим регистрацию. Продолжить. И выбираем. Оптимально будет предварительный выпуск. По программе Windows Insider выйдет отдельный ролик, где мы с вами поговорим еще на эту тему. Продолжить, перезагрузить. Все, мы таким образом вошли в программу Windows Insider, мы создали учетную запись. Довольно просто. Также рекомендуется для дополнительной безопасности, если вы вдруг забудете пароль, добавить номер телефона к нашей учетной записи. Ну вот. Мы можем теперь зайти в магазин, обновить наше приложение и скачать тот же Telegram. Получить. И он сейчас спокойненько скачается. Вот инициализация скачивания. Все. Вот наш Telegram.
Есть люди, которые и этого не знают, поэтому специально для таких людей мы снимали данный ролик. Новички в компьютерной тематике, если вы узнали что-то новое, лайк, подписка, комментарий. Приходим в наш телеграм-канал, там поможем, расскажем, подскажем. Ну и до встречи в новых роликах. Дальше будет еще интереснее. Всем пока, увидимся.